Он здесь! Мне конец! Ты кто такой вообще? Что ты здесь делаешь? Я Оверпада 17, но из комментов. Сижу под каждым твоим видео, нахожу недостатки и пишу гадости, чтоб не расслаблялся. Вот тебя-то я и искал. Что-то я не понял, а где мой меч? Ай, здрасте, с вами Даня Крастер и команда БНБ. И вы, как и мы, стопудово видели фильм «Блейд» 98-го года. Вообще считаю, что золотое время было кинематографа в 80-е и 90-е. В «Блейде» был охерительный меч, который я не видел больше нигде. Это меч с секретом в рукоятке. Если кто-то его другой, кроме его хозяина, берет, он разрубает ему кисть. Офигенно? Офигенно. Man at Arms, в принципе, 6 лет назад уже сделали свою версию меча. Титановый, весь такой красивый, фрукты рубили, как обычно, весь видос. Но рукоятки мне не хватило, она у них не рабочая. Поэтому сегодня с командой мы будем исправлять этот моментик, чтобы воплотить в жизнь что-то уникальнейшее, чтобы ты посмотрел. Погнали. Многие моменты из детства запоминаются на всю жизнь. У меня так и было с этим фильмом. Стать полувампиром у меня, конечно, не получилось, но вот когда я недавно хотел себе взять квартиру и посмотрел ставку по ипотеке, отсосать пришлось знатно. Твою мать! Так вот, про меч. Увидев его еще пиздецком в фильме, я мечтал заполучить такой же. И вот спустя 25 лет я наконец-то могу себе позволить, ну не квартиру, конечно, но исполнить детскую мечту. Меня часто спрашивают, зачем тебе такая мастерская? Так вот, для этого она и нужна. Хочу себе меч Блейда и сделаю себе меч Блейда. И пошло все в жопу. Раз мы делаем копию существующей штуковины, то начнем с определения масштаба и габаритов оригинального реквизита. Заодно подметим всякие детали внешнего вида рукоятки, чтобы по возможности перенести их на нашу версию. Как и в прошлом видосе про ножемет, мы подошли к разработке основательно и после нескольких набросков на бумаге стали отрисовывать все в 3D. Первым делом создаем модели корпусных элементов, поскольку они обязательно должны повторять оригинальную рукоятку. А вот над тем, как запихать в нее все механизмы, нам пришлось изрядно попотеть. В итоге внутрь спрятали 4 ножа, пару пружин и толкатель, который будет давить на лезвие при разрядке большой пружины. А длинной шпилькой будем стягивать все вместе, чтобы не разлетелось. Первая версия получилась полностью механической, но пока не полностью функциональной. А чтобы пощупать руками, мы все-таки ее собрали и протестировали. Ну, короче, 3 месяца мы уже занимаемся этим проектом, и пока результаты такие. В фильме вы можете заметить, что механизм этот сам непонятно какой жизнью живет, но функционал его такой. Если кто-то левый, не Блейд, берет эту рукоятку, нажимает на вот эти вот лезвия, срабатывает таймер. Механизм начинает прокручиваться, ползунки доходят до своего места, потом отстреливают. Соответственно, лепестки раскрываются, и у нас тот, кто не должен был брать этот меч, сосед Злэпу. Вот эта версия у нас полностью автоматическая. Здесь есть некоторые проблемы. Во-первых, чтобы сделать замедлитель, нужно либо какой-то фрикцион делать, либо какой-то часовой механизм с маятником, который будет постепенно продвигать храповое колесо. Ну, во-первых, часовой механизм — это не ударопрочно, и мы мельчить так не умеем, как какой-нибудь левша. Он, наверное, справился бы с этой задачей. Но мне кажется, один раз такой рукоятку уронишь, и все, она там заклинит и не будет работать. Не прикольно, должна быть более утилитарная вещь. Собственно, здесь у нас получилось сделать это каким образом? Он полностью механический, и вот эти вот лепестки, они взбрасываются при ручном заведении. Давайте посмотрим, как это происходит. Пау! Раскрылись. Замечательно. Соответственно, если вы хотите его обратно убрать, задавливаете лепестки, закрываете весь механизм. Можно даже на предохранитель поставить. Взрослая штука, годная. Давайте раскроем, посмотрим, что у нас внутри. Серьезное дерьмо, между прочим. Точная механика. Ну, нормальной точности. Как вы можете заметить, места здесь не особо много, и именно с этим мы столкнулись. То есть проблема именно в самом механизме замедления. В комментариях, конечно же, самый наилучший вариант предложат, мы не сомневаемся, как всегда и бывает. Но нам в голову вот что-то не пришло. Когда все это дело собирается вместе, вот здесь очень мало места. То есть, ну, я даже не знаю, что туда можно разместить. Реально какой-то часовой механизм. Внизу тоже места не особо много, но его практически вообще нет. Поэтому мы
подумали, что можно другим способом это все организовать и перешли к другой идее. Но не все прошло бесследно у этого прототипа. Мы взяли его самую лучшую часть. Обратите внимание на этот момент, каким образом у нас раскрываются лезвия. Здесь есть такая вот штука с сферической поверхностью. А лезвие, каждое лезвие у нас имеет вот такой радиусный, как его назвать, радиусную часть, кулачок, куда это все дело упирается. И как только у нас вот эта деталь подается наверх, шпынь, все лезвия раскрываются. Именно вот этот механизм мы отсюда и перенесем в новую версию. В итоге мы перешли на идею запитать это все от пневматики, то есть чтобы у нас ножи толкались посредством движения газа. Вот эта штучка в моих руках — это автомобильная форсунка, такая штучка, которая подает топливо в двигатель Ларгуса, кстати, конкретно вот это, ну или подавала когда-то. В итоге разобрали ее до такого состояния, потом заметьте, что здесь даже проводов не осталось, практически пришлось все отгрызть, потом припаивались бы. Основная идея какая? Есть у нас вот этот вот механизм, который мы забрали с прошлой версии, и его надо каким-то образом приводить в движение. То есть вот он, открывает. Все есть. Полдела уже сделано. Есть баллончик, который может это все дело открыть. И попытки всунуть сюда форсунку ничего особо не принесли. Очень маленькие у нее дырочки, меньше миллиметра. Короче, нам не хватает, по сути, ее мощности. А еще она должна работать так. Короче, не хватило ее тупо пропускной способности, а когда ее переделываешь, она перестает работать. Но основной плюс-то здесь какой? Почему вообще в целом взялись за это решение? Здесь есть два контакта, соответственно, срабатыванием, раскрытием вот этих вот лепестков можно управлять как тебе захочется. Нам не надо пользоваться механическим решением, это очень удобно. Короче говоря, с первого прототипа мы отточили вот эту вот деталь, которая раскрывает лезвие. Мы ее отсюда забираем, она замечательная. Со второго прототипа мы поняли, что управлять электричеством тоже очень хорошая идея, поэтому только идею управления электричеством мы забираем. В третьем прототипе мы решили сделать новую систему приведения вот этих вот ножичков в движение, которой мы сейчас и займемся, используя все наши наработки. Основным элементом механизма будет миниатюрный пневмоцилиндр, который мы скрафтим из мебельного газлифта. Поэтому спускаем давление в камере, отрезаем заднюю часть и достаем шток с уплотнителями. Если в обычном случае поршень движется относительно корпуса цилиндра, то мы решили выпутаться и сделать все наоборот. Шток с поршнем в нашем цилиндре будет неподвижен внутри рукоятки, а вот корпус будет перемещаться и давить на лезвие. Для этого в штоке сверлим канал, чтобы у газа был доступ в камеру цилиндра. Возвращаем родные уплотнения газлифта на шток, а чтобы их не выдавило из корпуса, торец мы позже завальцуем. На обратном конце цилиндра пилим пазы для ножей. Так они смогут полностью сложиться в рукоятку, а через прорези излишки газа выйдут наружу. Камеру сгорания вытачиваем из стали. Внутрь будем закидывать корсар, поэтому прочности нужно брать с запасом. С одной стороны камера будет соединена с пневмоцилиндром, а с другой заглушена. Для этого с двух сторон нарезаем резьбу и готовим болты. На камере делаем посадочные места для стопорных колец. Так пластиковые втулки будут надежно держать камеру в корпусе рукоятки. Все соединения делаем разборными, чтобы можно было прочищать каналы и полости цилиндра от говна из корсара. Поэтому к штоку подвариваем болт, закручиваем это все в камеру и можно бахать.
Как видно, система работает, но нужно будет ограничить ход поршня, чтобы шток не втягивался слишком далеко. Да, этот меч Блейда, конечно. Вы куда? В смысле, уже 10:35 вроде. Ты же обещал, что мы сегодня на машине кататься погоним. Блин, как дети малые. Может, вам по дороге мороженое еще купить? О, мне тогда шоколадные. Вот такую машину мне и моей команде предложили протестировать. Это Bike X35, зацените. Оптимальный по соотношению цена-качество, симпатичный кроссовер для повседневных задач. Бренд для России новый, но не вчера возникший, с историей. Что я подмерз, давайте в салон уже, что ли. Не-не-не, с десертами мы на борт не берем. Ну вот и подержи, а я подсниму пока. Несмотря на богатую историю, инженеры на ней не циклятся и технологий в Bike X35 предостаточно. Мультифункция рулевого колеса, панорамная крыша, система курсовой устойчивости и 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Ну все, я заснял. Ты как тут оказался? А я как, по-твоему, закадровый текст читал? Проверить Bike X35 на тест-драйве можно по ссылке в описании. А теперь ножи. Обойму для них решили напечатать на принтере, а сами лезвия вырезали на лазере из большого диска от циркулярной пилы. Там и сталь хорошая, и толщина всего 2 мм, прям как нужно. Собираем ножи вместе с камерой и цилиндром и проверяем, что все складывается. И ведь складывается действительно. Теперь можно переходить к корпусным деталям. В запасах откопали несколько алюминиевых труб, которые хорошо ложатся в руку. Диаметр почти точно такой же, как в оригинале, поэтому для рукоятки меча подойдет отлично. На основной детали вытачиваем декоративные кольца и делаем посадочные места под остальные элементы. А вот для верхней части трубы не нашлось, поэтому токарим ее из толстого прутка. На ней повторим плавный переход в основную часть рукоятки, как на настоящем мече Блейда. Верхнюю и нижнюю крышки также точим из прутка. На верхней части рукоятки делаем декоративные насечки, имитирующие элементы часового механизма, чтобы было похоже на киношный реквизит. Пазы под лезвием можно было и на фрезере сделать, но в этот раз решили обойтись болгаркой. На фрезере пришлось бы снова городить приспособу, а это еще плюс 100-500 часов к работе. Несмотря на то, что он широко универсальный, на нем, конечно же, более удобно делать какие-то серийные вещи, когда ты выставил сетап и фигачишь одну за одной. Проверяем, что ножи с камерой влезают в корпус и свободно шуволятся при нажатии на цилиндр. Кайф! Обычно детали мечей скручиваются между собой на резьбе, но у нас корпус тонкостенный и резать резьбу просто не в чем. Поэтому сверлим сквозные отверстия под гужоны в каждой паре деталей и соединяем все вместе. Ты можешь вспомнить про рукоятки световых мечей с Алиэкспресса. Можно было бы купить готовую и не париться. Она и покрашена, и внутри место для механизмов есть. Но мы же, блять, все-таки реквизиты из фильма делаем. Нам надо в точности повторить все формы и детали оригинала. Ну или хотя бы максимально приблизиться к ним. Ну что за красота! И это еще даже не покрашено. Кстати, о покраске. Ну, короче, полдня уже экспериментируем с анодированием. Хотелось сделать рукоятку черной, как было в оригинале. Но на тот материал, из которого у нас, сука, уже сделана рукоятка, анодирование не ложится вообще. Да ладно, я угораю. Но насчет анодирования я не угораю, потому что реально краска вообще никак не въедается. Мы это дело победим, но как-нибудь в следующий раз с другим алюминием. Безобразие. А теперь самое главное, как же рукоятка будет понимать, кому отрубать пальцы, а кому нет. Весь секрет будет в электронике. Да-да, без нее не обошлось. Иначе таймер и предохранитель ну просто никак не влезали в такие габариты. Места оказалось катастрофически недостаточно для реализации всех функций чисто в механике. Поэтому в этом проекте снова обращаемся к микроконтроллеру и берем одну из самых компактных версий Arduino – DigiSpark. Питание намутили из аккумулятора от сдохшей одноразовой курилки. А в качестве датчиков взяли фоторезисторы, которые будут работать по принципу кнопок. Поджигать корсар будем с помощью электрической
электрической зажигалки. Мы уже использовали такие в видосе про петарды, можешь заценить как-нибудь на канале под Новый год. Также ставим транзистор для управления поджигом, мелкий выключатель и запихиваем все в рукоятку. Чтобы повторить сцену из фильма, где рукоятка сработала в руке вампира, нам понадобится доброволец. Ну или сами кисть сделаем, мы в мастерской в конце концов. Вооружаемся тонким сверлом, проволокой и за работу. Для того, чтобы у нас рукоятка блейда была не просто в вакууме и типа такая пуф делала непонятно с каким эффектом, мы заморочились и сделали специальную кисть манекена, которая внутри содержит настоящие, сука, кости, правда куриные, их проще всего собрать в человеческую кисть, и баллистический желатин, который мы сейчас подготавливаем и будем заливать все вот это вот действо в силикон. Должно получиться круто. Ну вот эту шляпу надо снять, да. Да, вот эту шляпу. Они приходили за тобой. Они искали DIY-щика. Зачем? Ты ключ, избранный в их сообществе. Они заставляли признаться, пичкали всяким. Хотели, чтобы я стал одним из них. Даня, дай мне телефон. Я хочу смотреть видео на день раньше, чем на Ютубе. Чё за они? Какие видосы? Ты просто обожрался сладостями и спишь. Уже началось. Просто дай мне чертов телефон. Я хочу участвовать в вопросах на тему следующего видеоролика. Ну на. И вот у нас уже наклевывается постоянная наша рубрика. Мы говорим о косяках, которые нас поджидали, но мы их победили. Сняли мы 2 видоса про литье искусственного камня. Не понравились мне результаты. Очень много было всяких экспериментов с наполнителями, с количеством наполнителей. Поменяли смолу. В итоге я списался с чуваком. Он говорит, ну, по факту у вас смола говно. Это одна из последних, которую мы пробовали. Это меня совершенно не удивляет, но интересен тот факт, что у меня получилось добиться того результата, который я хочу с помощью не эпоксидная, а вторая какая там была, полиэфирная смола и наполнитель. Самый, сука, первый вариант, который у нас отлился лучше всего. Ему не доставало единственной хорошей поверхности такой, типа, которая напоминает мрамор или хотя бы какой-то камень. Я долго думал, ходил, блядь, вокруг да около и в итоге придумал простейший метод. После заливки, потому что у нас последний слой вот этот вообще никак, сука, не схватывается на воздухе, потому что воздух это типа ингибитор для этого говна. Он мешает процессу реакции протечь до конца, то есть в толще без участия воздуха у нас все ништяк. На поверхности у нас такая вот шляпа, которую ногтем надо сковырнуть. В итоге я просто отпесочил эту отливку, и все. И она получилась такой, как мне надо. И при том, что обрабатывал я его купершлаком, то есть это стандартная шляпа, которая идет в пескоструй для того, чтобы снимать ржавчину там или какие-то куски металла. Прикольный момент, что здесь можно поиграться именно с самим абразивом, то есть засунуть туда либо какую-то дробь металлическую использовать, она, кстати, не дает пыли. Можно ту же самую мраморную крошку, она будет не так жестко снимать, например, вот сам вот этот материал, который у вас находится. Или я еще знаю, для дерева применяют ореховую скорлупу, она тоже должна не повлиять на саму фактуру вот этого вот, на саму поверхность, то есть сделать ее гладкой настолько, насколько она может быть, но снять все, что мягче самой этой скорлупы. Такие вот мысли. Продолжаем. Клинок сделаем чисто декоративный, из фанеры. Вклеим его в навершие рукоятки, и ты от оригинала ты и не отличишь. Ну вот, говорю же, не отличишь. Мы даже подставку сделали, как в фильме. Поскольку анодирование послало нас нахер, то покрасили по старинке и полирнули где надо. Получилось вампирически пальцеотрезательно.
Итак, дамы и господа, наше творение, по крайней мере, как мы его видим, рукоятки блейда готово. Это у нас первый вариант самый, мы его решили оставить, доделать немного. Переходим к самому последнему, самому совершенному варианту рукоятки блейда от всяких мудаков, которых вы не хотите, чтобы брали ваш меч в руки. И вот, в общем, в двух словах, как у нас получилось сделать вот этот вот вариант. Здесь есть два датчика фоторезистора, которые установлены вот в этой части и вот в этой части. Соответственно, когда кто-то левый берет ваш меч, он заслоняет вот этот вот датчик. Внутри в Ардуине происходит отсчет. Через каких-то там 5-10 секунд, если вы не заслонили вот этот вот датчик, выстреливают лезвие и отрубают вам нахер все пальцы. Потому что не надо брать чужие мечи. Если же я хочу, чтобы мне пальцы не отрубило, потому что это мой меч, зачем мне отрубать своим мечом пальцы, я беру вот так вот и заслоняю второй датчик. В таком положении лезвия сработать не должны. А как они работают и получилось ли у нас сделать негуманную сигнализацию, давайте посмотрим. Мы заранее сделали вот такой вот макет человеческой кисти. Самой большой кисти, которая у нас нашлась в мастерской. Мы сейчас здесь вот расположим кисть таким образом, включим наше устройство и посмотрим, что произойдет. Время для слома. С вашего позволения я масочку надену, потому что хрен его знает, как она тут костями сейчас будет. Включаем агрегат, делаем имитацию закрытия датчика. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 14, 15. Нихуя не работает. Да я бы уже троих зарубил, пока она сработала. А небольшие пусконаладочные приготовления у нас были. Сейчас еще разок. Включаем, закрываем фоторезистор. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Внутри у нас расположен корсар номер 2, который зажигается, взрывается, тем самым приводя механизм в действие. Сейчас, как мы можем заметить, у нас попался какой-то бракованный корсар. Давайте менять. У нас все идет не по плану, как и всегда. А мы поменяли еще раз заряд, который у нас внутри сделал пук. И все. Давайте пробовать еще один раз. 3, 4, 5, 6. Не так сильно, как хотелось бы на самом деле, но давайте посмотрим поближе. Ай-яй-яй-яй-яй, лезвие прям в сустав уперлось, прорубило мясо, кожу. Какой ужас. Это уже неприятно и заставит человека просто... черт возьми, отстань! Давайте еще посмотрим, что здесь произошло. Вот здесь еще есть достаточно глубокий порез от второго лезвия. И вот здесь вот кусочек. Ну, самое главное, конечно, это вот минус большой палец. Ну что, у нас третий тест. Мы засыпали сюда рекордное количество пороха из петард. Посмотрим, как она сработает. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мои уши. Этот меч, сука, руками лучше не брать, как вы заметили. Failed success. 3 минуты прошло, а левое ухо до сих пор не слышит. 3 месяца разработки превратились в ромашку. Я предлагаю, на самом деле, отладить выпуск таких одноразовых рукоятей с сигнализацией внутри, которые, ну, если не повредят руку человеку, который захотел взять ваш меч, то как минимум сильно напугают. Можно будет потом кирпичную дамбу где-то отстроить заново. Причем, заметьте, из всех деталей, которые были машинины, 3D-пластик, сука, остался живой. То есть все детали, которые мы делали на 3D-принтере, они остались живые, даже после такого, сука, взрыва. Слава яйцам, сука, что я отодвинулся, ребята все отошли. Но мы примем на заметку, что 3 грамма пороха в закрытом, сука, цилиндре — это много. Все и так понимают, что на самом деле итог наших разработок — это тоже эксперимент. Вот, пожалуй, на таком результате эксперимента остановимся и закончим нахуй с этой рукояткой блейда. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши соцсети. Не забывайте, кстати, лайки под видосами, потому что это прямая ваша благодарность нам за то, что мы делаем контент. С вами был Даня Крастер, команда БНБ. Всем до скорого.
Это надо в музей ставить, я считаю, это прям... Сука.